Сегодня мы хотим сделать плов. Супер. Очень вкусное блюдо. Вообще в странах Азии, таких как Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, боюсь всех, да, не забыть, очень любят плов. По всем особым случаям вы увидите большие казаны с пловом на свадьбах, да, ну и вообще в повседневной жизни. Вот везде. Если вы куда-то придете, то вас традиционно будут угощать пловом. Сначала мы заливаем рис кипятком. Вот такой у нас рис. Тоже по поводу риса, рис бывает очень разный. Но у нас считается, скажем так, классикой это ригарский рис Лазарь или ташкентский тоже рис Лазарь. Девзира еще есть. Ну, в общем, столько всяких сортов риса есть. Но мы просто солим, получается. Ну, так вот, посолить нужно обильно. И залить кипятком. Все. И он будет так стоять, пока мы будем готовить зирвак. Зачем это нужно сделать? Залить кипятком. Потому что, видите, вот вода такая белая, это крахмал из риса выходит. И он не будет тогда липким. Вот если это не сделать, то потом сам плов может получиться такой липкий, как каша. Поэтому вот мы его так замочили, он пока будет отдавать, этот крахмал, а потом мы его еще промоем. Мы будем делать плов на бараньем жире, на курдюке. Обычно, конечно, плов делают на растительном масле. Ну и, к сожалению, часто на рафинированном масле. Но я, знаете, пока сейчас буду резать курдюк, чтобы его вытопить, немножко расскажу, что такое, скажем так, растительное рафинированное масло. Почему мы его... Ну, мы его, в принципе, не используем. Как его делают? Ну, обычно рафинированное масло нагревают. Потом семечки измельчают. Ну, например, если возьмем семечки подсолнуха, нагревают, потом измельчают. Но потом, что самое интересное, его заливают химическим растворителем, который называется гексан, производные нефти. Ну, уже, да? Можно себе представить, что это такое. Потом третий шаг. Испаряют этот гексан. Получают такое техническое сырое, можно сказать, масло, которое мутное, вонючее, темное, токсичное. Это был такой третий этап. Это еще не пищевой продукт, это полуфабрикат для химической очистки. И потом масло рафинируют. Чтобы этот продукт сделать съедобным, его подвергают такой многоступенчатой химической обработке. Представляете? Ужас. Да. То есть этапы какие? Первый этап — это обработка щелочью. Удаляют кислоты, одновременно при этом разрушаются витамины, антиоксиданты, ферменты. Потом глиной это масло отбеливают. И потом дезодорация паром при температуре 200-240 градусов. Зачем? Ну, чтобы убрать запах полностью. В принципе, убивают все то ценное биологическое, что там было. И в итоге получают как раз таки вот такую прозрачную, без запаха, без вкуса, жирную химическую обработанную жидкость. И вот когда на таком масле потом жарят, то при нагреве самое это страшное, что образуются вот эти трансжиры, Да, это точно. которые разрушают мембрану клетки. И если, представьте, это делать постоянно, каждый день, ну ладно, один раз можно покушать. Мы, например, кушаем в столовых, да, Иногда. на таком масле. Ну, мы без фанатизма. Но если каждый день готовить на таком масле, то можно представить, что будет с клеткой. Поэтому, друзья, вот он, жир. Вообще, при нагреве бараний жир, вот эти жиры, которые содержит курдюк, они не разрушаются. А вот в растительном масле рафинированном, они сразу же разрушаются и образуют вот эти вот трансжиры. Так, вот теперь мы этот курдюк вытопим.
Нам очень нравится запах курдюка. Тебе нравится? Очень. Мне тоже нравится. Кому-то не нравится. Вот такой вот сейчас. До состояния шкварок. Потом мы на этих шкварках жарим яички утром. Так вкусно. Да. Ну вот давайте подождем. Пока шкварки у нас готовятся, вернее масло вытапливается. Ну вот так вот лук сейчас порежем. Вообще мы первым жарим лук. Способов... Да, кстати, я хотел сказать, что плов по-разному готовят. В каждом кишлаке, наверное, свой есть рецепт. Конечно. И он по-своему каждый вкусный. Вот реально, да, каждый вкусный. Кто-то сначала мясо жарит, потом добавляет лук. Кто-то сначала лук добавляет, кто-то жарит целый кусок мяса. Ну, конечно, честно говоря, самый классный плов на костре, да? Да, это очень. Вот с такой, с дымком. О, вот это вот. Ну, у нас дома костра нету и большого казана, поэтому так тоже хорошо получится. Но мы сначала жарим лук. Вот уже так вот, видите, хорошо получается. Масло вытапливается. Все, сейчас мы их выловим. И сюда будем уже жарить лук. Вот сейчас будет процесс. О. Почему мы лук сначала жарим? Потому что лук дает такой очень специфический, ну вообще это такой вкус дает плову. И мы его жарим очень хорошо, прям до такой, ну сейчас мы покажем до какой степени. Мы взяли, кстати, 270 грамм курдюка на 1 килограмм риса и у нас 1 килограмм морковки. И 1 килограмм. Все, короче, по килограмму. Вот. Здесь уже нужно максимальный огонь делать. Вот. И очень важная деталь, что от того, как долго мы будем жарить лук, будет зависеть цвет плова. То есть, если лук будет сильно зажаристый, прям такой практически коричневый, то и плов получится такой темный. Ты какой больше любишь, светлый или темный? Темный. Я тоже люблю темный, поэтому лук мы будем жарить долго. Баранину мы сразу на кусочки порежем, на такие небольшие кусочки, порционные, ну сразу, чтобы можно было потом есть. Баранина у нас очень свежая, она вообще без запаха. И в принципе, вот когда свежая баранина, когда молодой ягненок, его не нужно потом долго жарить. Иногда вот бывает очень жесткая баранина, ее долго жарят, и вот думаю, чем дольше, тем она станет мягче. Ну не знаю, из опыта уже мы поняли, что если баранина не свежая, а если еще и вместо баранины козла подсунут, то ты его сколько жарь, не жарь, он будет твердым. Поэтому если она свежая, то очень хорошо готовится, очень мягкое получится мясо. Поэтому мягкость, скажем так, да, зависит не от того, сколько и как ты жаришь, а от того, какой свежести мяса. В описании есть ссылка на наш телеграм-канал и на канал телеграм Русланы Пискапель. Это очень грамотный нутрициолог. Вот вы можете, если захотите немножко больше узнать о полезной еде, о строении человеческой клетки, организма, переходите, не пожалеете. Кто ценит здоровье, очень ценная информация там. Вот лучок наш уже зазолотился, но мы его еще немножко поджарим. Поджарим, чтобы он прям такой был коричневатый. Вот, видите, вот примерно такой. Ну, еще немножко. Ну все, я думаю, достаточно. Вот такой получился жареный лучок. Сейчас сюда опустим мясо. Вот он, наш барашек. Мясо мы не пожалели. Ну, обычно мы кладем один к одному, потому что плов без мяса это кажется не плов, да? Ну да, когда мало мяса, плов хочется есть с мясом.
Все, сейчас мясо у нас будет готовиться где-то минут, наверное, 20. Пока мясо жарится, нарежем морковку. Морковка всегда режется вручную. Я не знаю, кто-то, может, делает на терке, но и потом каша получится. Поэтому морковка должна быть нарезана и вот такими большими ломтиками. Вот. Но еще мясо не готово, оно должно полностью выпариться из нее жидкость, вода. Ну, увидим, потом покажу. Одно масло останется. Но на этом этапе я уже хочу посолить его. Вот. Ну, так вот, до готовности посолить. Пусть оно томится. И перчика. Оно уже будет вкусное. И, кстати, плов всегда готовят в казане. Конечно, казан, толстостенный казан еще лучше. Тогда ничто не будет пригорать. Когда тепло будет распространяться равномерно. Ну и куда же без чесночка? Вот мы сейчас мясо, когда уже жидкость практически испарится, останется жир и мясо, мы закинем чесночок. Ой, запах будет, конечно, удивительный. Вообще чеснок это, я не знаю, супер продукт. Я в детстве, папа мой кореец, он ел только острое, очень любил чеснок, лук. Я тоже ему, всегда маленький был, говорил: папа, а где чеснок? Он говорил: да вот же, сладкоежка. Точно. Да. Но вообще в корейской кухне без чеснока никуда. У нас, кстати, на канале есть видео, где мы делаем кукси. Такое тоже традиционное корейское блюдо. Холодное кукси. Холодный суп еще иногда называют. Очень тоже вкусное. И вот по поводу лука, вот его практически уже нет, потому что лук, он состоит из воды, очень много в нем воды. И вот когда он жарится, он пережаривается, и вот получается такой луковый соус, в котором мясо жарится. И когда будет готовый уже плов, то там вообще нету, визуально не будет лука, но вкус, который он дал, вот он именно этот вкус, который дает вкус такого насыщенного вкусного плова. Вот готово. Вот теперь мы сюда заправляем чесночок. Если бы вы были сейчас с нами, вы бы услышали, какой прекрасный, какой запах идет. Вот сейчас видно, как мясо зажаривается. Оно уже очень вкусное. Дай-ка я попробую. Уже готово? Вкусно? Я уже не хочу плов, я, наверное, буду мясо. В Таджикистане сейчас будет весна, везде будут во дворах готовить плов. Вообще в Таджикистане живут такие добрейшие люди. Они, не знаю, настолько гостеприимные. Мы так любим Таджикистан и людей, которые живут в Таджикистане. Все, теперь вот сюда. Ой. Закладываем морковь. Да, закладываем морковь. Кажется, тоже много моркови. Но морковь это... Плов без моркови это не плов. Ну, сейчас немножко мы подтушим, совсем немножко. И зальем воду. И оставим это все. У нас будет готовиться зирвак. Все, сюда добавляем литр воды. Ну, может быть, литр 200. Ну, тут уже нужно смотреть.
Вот. Закипело, да? Закипело. Теперь нужно посолить. Помню, что мы мясо уже солили, но в принципе морковка не соленая, вода не соленая была. По вкусу солим. Да, Сколько по кому вкусу солим. нравится. Если что, досолим. Но лучше сделать сразу все хорошо. Сюда, ой, хмели-сунели скидываем. Мы добавляем хмели-сунели Ну, кому какие нравятся приправы. и зиру. Зира нам нравится очень. Зира вот такой нужно чуть-чуть потереть. Вот. И, тоже аромат такой идет. Скидываем. Ложим, кладем. Так. Вот. И головку чеснока, она тоже будет здесь вариться. Целую, да? Вообще в плов еще добавляют нут, Изюм. изюм, в принципе, Гранат. да, гранат, то есть кому как уже нравится. Но мы делаем без ничего, вот чисто такой, не знаю, назовем классический что ли плов. Даже целый лимон добавляют. Целый лимон, да. И теперь это все, зирвак, он варится под крышкой 40 минут. Вообще зирвак это сердце плова. Если он получится хорошо, то плов выйдет на славу. Сейчас промоем рис. Вот он уже отдал крахмал. Вот если бы мы этого не сделали, я бы вот так сделал, он бы слипся. Но рисинки уже вот они. А сейчас еще промоем, еще лучше станут. Просто нужно его хорошо промыть. Свежая вода совсем мутная. Обычно 7-10 раз поднимаем рис. Рис можно частично И не нужно его вот так вот сильно перетирать, потому что тогда разрушится он. А в плове он должен быть красивый, цельный. Вот уже 6-й раз. И вот водичка уже. Уже немного. Смотрите, какой красивый рис. Лазарь. Все, прошло 40 минут. Зирвак готов. Выловим чесночок наш. И сюда сгружаем. Только рис, да. Так, аккуратненько. Только ни в коем случае его не мешаем вместе с морковкой. Вот мы рис загрузили. Вот так его просто разровнять нужно. И сейчас нужно, чтобы зирвак, рис впитал в себя все то, что до этого получилось. Главное здесь не переборщить с водой. Потому что если будет много воды, то это уже будет не плов, а шавля ее еще называют. Как каша. Так как рис не всегда равномерно впитывает зирвак, вот по краям он хуже впитывает, мы можем рис вот так вот, как бы, но очень аккуратно переворачивать. Главное, чтобы поменьше тревожить морковку, которая... Из-под низу переворачивать или сверху? Верхний слой? Нет, вот слой, который до морковки, вот поэтому очень аккуратно, его вот можно вот так вот. Все, и опять дать дальше впитываться. Выкипать в воде. Ну вот все, кажется, вот так готово. Немножко соберем в горку. Совсем чуть-чуть. Можно и этого, в принципе, и не делать. Все, делаю такие вот дырочки, чтобы уже все помочь рису доходить до нужной кондиции. Ложим сюда, кладем чесночок, закрываем и на самый маленький огонь
я сделаю, ну, самый маленький, какой есть. И в таком состоянии он у нас будет 30 минут где-то. Ну вот, прошло 40 минут. Получился у нас такой плов. Сейчас мы его выложим на тарелочку. Вот. Да, подошел хорошо. Вот. Рисинки. Видите, какой цвет получился? Такой вот темный. Вот нам такой именно нравится. Мгм. Если мы тогда лук бы зажарили не так сильно, то он бы у нас был светлый. Вот. Ну а теперь ни в коем случае не нужно его перемешивать. Почему? Потому что он... Вообще-то плов едят один раз сразу, горячий. Плов надо есть горячим. Вот оставлять его на завтра, на послезавтра. Ну, по идее, да, вот здесь пришли гости и весь плов съели. Вот, он как бы получился у нас, видите, по слоям. Сейчас я... Вот. Его вот так вот берут, и рисинки потом. И сначала рис. Вау. Ну, вот. И теперь вот здесь уже то, что, Зирвак. ну, уже это, можно сказать, как зирвак. То, что зирвак. Вот. И потом вот так вот сверху морковки, мясо, не жалеем. Все, пойдем отведаем. Ну как? О, Юля, смотри. Хочу попробовать. Аж слюнки бегут. Мясо тает. Вкус отличный. Кимчи. С кимчи опять-таки. Мы везде кимчи едим совсем. Конечно. Это вкусно. Но вот пока он, так как он у нас на курдюке, надо его съесть, пока он горячий. Так что пойдем. Точно. Сейчас иду. Тоже не хочет, кто хочет.